Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик на медицинский эндоскоп. Ссылочку на него оставлю в описании. Если кого заинтересует, то можете заказать по ссылке. Он идет в жестком футляре. Очень похож на футляр для очков. Закрывается на замочек и внутри расположен сам эндоскоп. В комплекте у нас идут насадочки. Насадки идут разные по размеру, по несколько штук каждых. Насадки отдельно не продаются, поэтому вам придется их там после использования помыть, простерилизовать, потому что отдельно я в продаже их не видел. То есть вот это весь комплект, который идет с эндоскопом. Есть пластиковые такие лопатки, разные по длине, есть с резиновыми насадочками и металлические. Такие, они более длинные. Дальше у нас идет это Wi-Fi передатчик. Он нужен для того, чтобы подключиться к телефону через Wi-Fi. Он белого цвета, кнопка для включения. При включении вот загорается у нас индикация, зеленая подсветка идет на надписи. Из торца у нас есть разъем для зарядки micro-USB и разъем USB для эндоскопа. Пока выключим. И сам эндоскоп. Он состоит из вот такой ручки, здесь 10 сантиметров длина, диаметр наконечника, где сама камера, 5,5 мм. И если надеть насадки, то уже там где-то будет 6-6,5 мм толщина вместе с насадкой. Камера имеет светодиодную подсветку, здесь 6 светодиодов, яркость регулируется, вот здесь есть такое расширение на проводе и регулятор яркости подсветки. То есть вы вращаете, яркость увеличивается и уменьшается. И разъем USB, который вы подключаете вот этот передатчик. Также эндоскоп можно подключать напрямую в компьютер. Приложение есть для компьютера, ссылочку на него оставлю в описании. Не знаю, в инструкции есть, нету, я не смотрел. Но компьютер распознает эндоскоп как веб-камеру. То есть любое приложение для камеры, для эндоскопа, оно подходит, или для микроскопа. Такие же приложения, то есть они подключаются одинаково, и все эти приложения, они подходят. Длина провода здесь 1,5 метра. Кабель для зарядки идет, micro-USB, USB, это для зарядки Wi-Fi модуля. И инструкция. С инструкцией нам нужно будет посмотреть, какое нужно приложение скачать. Здесь вся информация об этом есть. Характеристики технические, вот перечень насадок. В инструкции расписана инструкция на английском языке. И характеристики: модель его F170B, расширение видео 1280 на 720, угол обзора 70 градусов, фокусное расстояние 2 сантиметра. То есть наиболее четкое изображение от камеры до наблюдаемого объекта 2 сантиметра. Понятно, если будет уже ближе либо дальше, то качество будет картинки ухудшаться. Мы будем подключать его к телефону. Я скачаю сейчас приложение. Для этого мы заходим в Play Market. Здесь можно отсканировать QR-код, либо просто вот Wi-Fi check. Это название приложения. Я его в поиске просто найду. Пишу Wi-Fi check. И вот оно у нас выдается. Нажимаем скачать, установить. Вот идет процесс установки. То есть оно весит немного, быстренько скачалось и установилось. Уже все готово. Теперь как подключить сам эндоскоп. Нам нужно будет USB разъем вставить в передатчик. Вставили. Зажать кнопочку, пока не загорится надпись. Надпись загорелась. Все, эндоскоп включен. Вот наша подсветочка горит. И мы можем увеличивать, уменьшать яркость. Вот эндоскоп уже включен. Теперь нужно будет его добавить в Wi-Fi. То есть вот этот модуль раздает Wi-Fi. Мы заходим в настройки Wi-Fi и ищем этот эндоскоп. Нажимаем обновить. Вот он появился. Как раз по названию приложения Wi-Fi check. Нажимаем подключить и все. Wi-Fi добавился. И теперь мы просто заходим в наше приложение. Здесь мы все разрешаем. И вот уже изображение передается на телефон. Здесь есть разные настройки. Настройки расширения. Можно сделать фото, можно сделать видео, просмотреть сохраненные изображения. Можно переворачивать картинку, если вы смотрите там вверх ногами показывать. И вот я навожу эндоскоп на буквы, чтобы было видно качество изображения. То есть в принципе вот при 2 сантиметрах все четко видно.
Этот эндоскоп можно использовать там лор, например, для проверки уха, если там что-то где-то пробки в ушах. То есть для этих целей может использовать стоматолог, чтобы там рассматривать зубы. Можно и в нос ставить, и в другие места. Но я никуда его засовывать не буду, чтобы психику не травмировать. Но на буквах покажу, что в принципе вот на расстоянии 2 сантиметра он свои функции выполняет. Вот расстояние 1 сантиметра, то оно уже чуть-чуть начинает мутнеть, но видно. А на 2 сантиметрах видно четко. И дальше мы начинаем отдалять. Это уже 3 сантиметра, 4. То в принципе вот от сантиметра до 4 в пределах видимости этой камеры. Вот в принципе и все. Ссылочку на данную модель я вам оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.